Экосистема — это же у нас, как принято считать, каннибализация трафика между продуктами и крупными сервисами. А я говорю про то, что сегодня как построить экосистему для того, чтобы уже начать внедрение и какие-то первые шаги, чтобы это было максимально быстро, дешево и эффективно. Вот. Ну и как мы, соответственно, подошли к финальным этапам коллаборации человека и нашего бота. Имя принципиально скажу позже. Так, вот, значит. Мне кажется, вот эта фотография на втором слайде посимпатичнее, поэтому я выбрал ее. Немножко обо мне. Свой путь я начинал в банке, в колл-центре по поддержке юрлиц. У меня была, соответственно, рука на трубке телефонии и до предикатов на решениях, на которые я сегодня зашел. Вот. Ну и мама попросила свою фотку не ставить, на самом деле. А то сказал, что сглазят, там презы вроде будут отправлять. Все дела. Вот. Свет, спасибо, что разрешила. У меня на каждую тему, в принципе, по одному слайду. Начнем с самого важного, непосредственно в работе. То, чего нету в самом начале у многих компаний. Это категоризация обращений или там в общепринятом тематике. Нам же нужно понимать, зачем там клиенты обращаются, почему и так далее. Но по опыту в Киеве и по опыту многих других компаний это в очень неструктурном виде, непонятном, нечитаемом. Я вам покажу, вот сейчас на слайде показывают, соответственно, две вещи, которые мы используем вместе. Вот, начнем с категоризации. В целом, перед тем, как проводить какую-то аналитику обращений и логов, всегда их нужно размечать, предразмечать и так далее и тому подобное. И, как правило, это делается руками. Но чтобы это избежать, мы, соответственно, используем тематики, такой вот агрегированный уровень тех продуктов и сервисов, которые у нас есть, которые делим, соответственно, на 3 ступени. Это тип, который отвечает какому-то большому действию или продукту. Тему – это то, какой сегмент этого продукта мы используем. Ну и подтема – это то состояние, по которому к нам клиент обращается. Благодаря такой разметке мы как раз-таки и смогли собрать классификатор за один спринт. Потому что предыдущая итерация сборки классификатора длилась на моей памяти около 3 месяцев, и качество результата было достаточно низкое на самом деле. После первой итерации мы руками считали все эти логи, которые за полгода разметили, и получили точность распознавания в районе 80%. Вот. Ну и в целом это такая вещь, которая помогает уже сразу строить прогнозы по внедрению, понимать, о каких классах будет идти речь. В первую очередь мы пойдем сначала в простые или сразу в интеграционные, вот, и, соответственно, приоритизируем их за счет этого. Далее мы уже переходим к классификатору, непосредственно, на котором мы, в принципе, работаем. Это те реальные вещи, которые у нас находятся в проде. Вот можно посмотреть на них, в принципе. В том числе и шаблон сюда добавили для наглядности. По поводу того, что размечать логи, что еще добавить, что нужно добавлять и уникальные айдишники к каждой теме обращения, чтобы закрывать их внутри себя. Вот. Классификатор сложно применить к BI-аналитике, поэтому категоризацию и вообще все обращения для их аналитики мы строим на категоризации, а классификацию уже непосредственно в боте используем. Ну и если нам нужно посвятить какие-то локальные темы, когда приходят продуктам по кошельку или по контакту, зачем обращались пользователи, какое было влияние фичи, которые они ввели в плане обращений. Вот это вот все сделали. Вот. Ну и, соответственно, отвечая на вопрос, категоризация или классификация обращений, мы используем и тот подход. Вот. Вообще, что в целом важно при запуске AI-решения? Самое главное, наверное, это то, с чего стоит начать, это UX-исследование. То, что понятно нам, не всегда понятно клиенту и, соответственно, наоборот. Мы такие моменты всегда стараемся в первую очередь прогонять через UX, потому что, как бы это правильно сказать, клиенты
не всегда воспринимают ту фичу, которую мы хотим выгнать на прод. И здесь это может очень критично повлиять, особенно на историю с ботами, потому что она весьма чувствительна. У клиентов уже сложился своеобразный опыт использования разных систем, и мы хотим избежать того негатива, которых показывали, в принципе, в предыдущей презентации. Извиняюсь, а можно воды? Вот. Следующий этап – это нагрузочное тестирование. Оно у нас подвязано не только… Спасибо. Оно у нас подвязано, в принципе, не только на непосредственном бота, но лучше это делать в конечном интерфейсе, в котором это будет происходить работа. То есть это CRM-системы, это чат-платформы, голосовые каналы и тому подобные вещи. Конкретно мы начинали с чата, и первая итерация показала, что бот справляется с нагрузкой до 30 RPS спокойно, то есть 30 сообщений в секунду. А чат-платформа справляется только с 2 запросами в секунду, что, к сожалению, очень сильно отодвинуло наш старт. То есть здесь, вот, соответственно, мы вас предостерегаем. Что еще важно очень при запуске? Это нужно понимать, что боты, все ассистенты и подобные вещи – это в первую очередь решение на искусственном интеллекте, что является бигдатой. Ну, а для бигдаты, соответственно, нужно кластера баз данных. Из-за того, что у нас не было подготовлено достаточно правильно размеченных данных, правильной структуры хранения данных, мы 2 месяца протоптались с логами на одном месте, не могли их разметить, не могли их подготовить или вывести. Соответственно, это очень сильно ускоряет работу. Ну и, соответственно, нужно всегда подготавливать какую-то базу знаний и артефактов для операторов, потому что именно операторы помогают подсвечивать какие-то очень узкие моменты и всегда делают это оперативнее, чем кто бы то ни было, потому что в режиме реального времени мы получаем от них обратную связь и можем оперативно исправляться. Это было очень важно, на самом деле, на первом запуске, потому что мы запускали сначала на 2 часа, просмотрели все диалоги руками, но и после также получили очень много полезного фидбэка от операторов, смогли поправить и уже пойти на полноценную раскатку в прод. Следующее – это вообще аналитика в эффективности бота. Вот. Без аналитики не получится замерить какую-то точность работы бота, узнать точнее тот value, на который мы влияем. Соответственно, нашего бота. Вот. Первое – это XAT и разметка оператором. Достаточно универсальный, в принципе, метод. И здесь у нас получилось немножко поэкспериментировать, потому что есть такое общепринятое заблуждение о том, что при XAT нужно задавать как можно более расширенные вопросы, давать как можно больше вариантов ответов и еще, возможно, и вставлять комментарии. Но по факту те комментарии, которые вставляются, они именно стараются клиентами, они не читаются никем, и конверсия очень низкая. На предыдущем решении, когда мы использовали другую платформу для чата, когда мы использовали другой подход к XAT, у нас конверсия в итоговую какую-то оценку была 10%. В текущей реализации мы получаем конверсию уже больше 40%, там почти 41% выходит. Сколько мы получаем голосов от клиентов. Вот. Дополнительно мы еще проводим доразметку тех решений, которые есть с помощью операторов. То есть мы ввели дополнительные теги, такие как бот верно классифицировал, бот неверно классифицировал, или бот где-то баганул, или клиент не хочет общаться с ботом, чтобы максимально оперативно обучаться на этих логах, смотреть, что у нас было так, по каким продуктам и по каким фичам отдельным, которые мы вводим в наше облако тегов, в принципе.
Следующее, что очень важно, наверное, в первую очередь с точки зрения какой-то системности, это глубина вопросов. Она отвечает на такие вопросы, как на какие ивенты непосредственно бот может реагировать, на какие вещи мы, в принципе, даже могли не рассчитывать, но они фактически появились. Из нашего опыта это у нас был один такой ивент, который нам приходил в бота, и мы его не видели. То есть, соответственно, глубина вопроса у нас в некоторых диалогах была 0. Почему, было непонятно на первых этапах. Благодаря тому, что мы замеряли это отдельно, смогли их все найти. Также это очень помогает вырываться из таких вот зацикленных диалогов. Тоже очень хороший был на самом деле пример в предыдущем выступлении, когда клиент находится постоянно в непосредственном диалоге с ботом. Здесь мы выработали для себя такой небольшой подход. Если среднее количество, допустим, было вопросов за день 10, а максимальное значение в некоторых диалогах там достигает 12, 20 и так далее, то значит что-то идет не так. И вот эти все отдельные диалоги, прям каждый уникальный диалог выдается у нас, соответственно, в виде отчетности, и мы смотрим, что у нас там происходит. Вот. Ну, SLA первого ответа тоже очень важная метрика. Мы сильно хотели ускорить процесс общения с клиентом и быстрее реагировать, потому что особенно в пиковой нагрузке это доходит там, от средних 20-40 секунд до 5-10, бывало даже 20 минут. В данном случае мы также еще смотрим то, насколько в целом у нас клиенты готовы оперативно общаться, чтобы влиять также и на среднюю длительность диалога, о котором идет речь уже в следующей метрике. Средняя длительность диалога – это то, что помогает нам считать эффективность костов, насколько это эффективнее, чем оператор, и насколько они между собой коррелируют. В том плане, что нам важна корреляция для того, чтобы считать косты и в целом уменьшать длительность диалога с клиентами. Это немного пересекается с глубиной вопросов. Таким образом, мы пересматриваем некоторые сценарии и убиваем некоторые ветки. Вот. Ну и конечный итог – это автоматизация диалогов. Это под автоматизацией мы имеем в виду не какие-то покрытые там обращения или не какие-то задвинутые там клиентами зацикленные, а именно те диалоги, которые бот полностью классифицировал. Здесь еще можно посмотреть на конечную эффективность, если выгружать вместе с КСАТом от операторов, и можно посмотреть разницу между тем, сколько диалогов было закрыто полностью, и сколько диалогов, при этом после этих диалогов клиенты остались довольны. Вот. Ну и, соответственно, больше статистики. На данный момент мы закрываем полностью 48% с помощью бота. 49% на пике мы из них распознаем, но когда клиент не хочет общаться с ботом, он, соответственно, у нас может переключиться. Максимально нам на данный момент поступало до 36 запросов в секунду, которые обрабатывает Quick. За 1,1 секунду мы можем поздороваться и, соответственно, отреагировать на первый вопрос против 20-40 секунд в среднем. На данный момент у нас сейчас уже 70 с лишним классов написано, которые может Quick полностью обработать. И они продолжают пополняться каждый день. Вот. Что на данный момент Quick умеет и чему мы его учим? На 12% у нас снизилась нагрузка на контактный центр операторов. То есть у них в каждом дне рабочей смены имеется примерно 12% времени, когда они не принимают диалоги. Еще в целом нам это помогло посмотреть и правильно раскидывать Erlang на всех операторов, чтобы оптимизировать их время в работе. В 36 раз мы выросли в скорости реакции на обращение. И очень важный был для нас показатель. Мы сначала испытывали наш чат только в вебе, и вместе с Quick мы его раскатывали в мобильное приложение. Нам это помогло несущественно увеличить количество операторов,
буквально их добавили до 5 человек, при этом мы стали обрабатывать в 4,5 раза больше обращений. Вот. Ну и в 2 раза, то, что я уже говорил, уменьшилось время на обработку. На данный момент наш классификатор состоит из более 17 тысяч типовых фраз на консультационные темы. Вот несколько примеров, когда клиенты спрашивают не только тематики по поводу их каких-то продуктов, но Квику очень часто пишут поболтать. То есть, есть ли жизнь на Марсе, выпиваешь ли ты, окей, Google, кто я такой. Ну и в завершение, к чему нам вообще привел Квик, какой мы получали фидбэк от наших пользователей и от наших клиентов. Мы разработали для себя 3 проекта, над которыми сейчас трудимся в данный момент. Вот. Первый – это проактив. Когда происходит какой-то массовый сбой, когда не работает какая-то фича, сломалась, не знаю, там, оплата на каком-нибудь сайте или в каком-нибудь его разделе, большинство клиентов начинает нам писать сразу в чаты, в письма, звонить, обрывать контактный центр, чтобы узнать, что происходит не так. При этом мы замерили, что от 41% пользователей, которые столкнулись с проблемой, они не обращаются в КЦ никаким образом. И у нас формировалась гипотеза роста метрик LTV и ретеншена. Оператор не сможет покрыть весь этот объем диалогов, которые к нему поступают, и, соответственно, исходящие мы тоже не можем оперативно перейти. Но в данном случае Quick сможет помогать в таких случаях и обращаться к клиентам сам и говорить, что там, уважаемый клиент, у тебя сейчас проблема, мы о ней знаем, мы ее решаем, или уже сразу приготовить готовое решение, если оно имеется. Следующее – это предиктив. Это главная коллаборация, наверное, которая у нас получилась на основе фидбэка от операторов. Круто, что получилось также немножко сократить за счет этого и общение клиента с оператором непосредственно, потому что даже те диалоги, где мы переключаем их на оператора, оператор сможет гораздо быстрее погрузиться в предметную область вопроса и сразу ответить клиенту, не задавая дополнительных вопросов. Вот. Таким образом мы решили, а что если бы не выводить возможные причины обращения оператору сразу, будь то голос, чат или тикет. И на данный момент у нас уже проходит пилот, когда мы всем операторам предоставляем возможные причины, с которыми столкнулся клиент и почему к нам обратился. И сейчас у нас гипотеза роста экономии среднего времени диалога и чистого времени диалога до 14%. Вот. Ну и последнее, то, на что мы хотим влиять, то, что является нашим фокусом на следующий год, это рекомендательная система. Мы взяли за основу исследования одного из наших крупных сегментов – это геймеры. Мы заметили, что у них максимальный лайфтайм – это до 5 лет. При этом рост LTV у них начинается с 12 месяца. Нам было интересно, почему некоторые клиенты не пользуются активно кошельком, чтобы оплачивать свои транзакции там, или какие-то счета до 12 месяца. И посмотрели, что очень часто забывают свои избранные платежи, заготовленные шаблоны или просто отключают свою карту от автоматического пополнения. Таким образом, мы замерили гипотезу роста в 7% в сегменте геймеров на увеличение оборота, когда мы будем с помощью Квика напоминать им о том, что им скоро предстоит оплата. Вот. Ну, примерный оборот я не могу назвать, но здесь идет счет на миллиарды рублей. Вот. В целом, это весь наш фокус. Вот. На этом у меня, в принципе, все. Я закончил. Тимур, спасибо за доклад. Очень интересный. И он вызвал большое количество вопросов. Да. Давайте к ним перейдем. Вопрос по качеству разметки. Давая инструмент разметки операторам, не рискуете ли вы качеством разметки? Кажется, что средний оператор ошибется в разметке чаще, чем сосредоточенная на качестве этого процесса группа разметчиков. Нужно понимать, что операторы, наверное, все-таки как раз больше погружены в предметную область,
Они больше знают, что интересует клиента, и даже если формулировка вопроса нестандартная, то, как правило, они с ней справляются хорошо. Исходя из нашего опыта, нет, разметчики это не всегда так оперативно и точно, как это сделал бы оператор. Хорошо. Еще вопрос про объем обращений в месяц, распределение между текстом и голосом, и какой объем логов пришлось вам категоризировать? Точную цифру не вспомню, но это было порядка, по-моему, 200 тысяч строк в первой итерации. Это полностью сообщений от клиентов. А распределение между текстом и голосом был вопрос еще? Распределение нет. У нас сейчас голосовой проект только в подготовке к пилоту, и мы еще не приступили к части разметки именно транскрибированных логов. Понятно. Хорошо, тогда следующий вопрос довольно длинный, попробую его зачитать. Как стыкуете тематики у бота и у человека? Бывают ли случаи, когда человеческий диалог был закрыт одной тематикой, закрытие кошелька, например, а начался с другой, списание с кошелька? Как ловите такие случаи, как потом, чтобы потом в боте больше захватывать разных запросов? Понятен вопрос? Ну, плюс-минус, надеюсь, понятен, надеюсь, правильно отвечу. Прямой стыковки на данный момент нету. Это в проработке, то, как мы это будем решать, сейчас немножко расскажу. Тематики, они категоризируют обращения именно по продуктам, а классификатор – это уже более точное какое-то решение. Здесь мы выбрали для себя такой путь, что в сценарии бота скоро будет прописаны дополнительные скрипты, которые, исходя из конечного класса или какой-то ступени класса, будет закрывать тематику.